Я сначала сомневалась, нужно ли мне делать такое видео, ведь сейчас в интернете очень много различных мастер-классов, туториалов по плетению подобных корзин. Я же такие корзины кашпо делала впервые, но выбрала очень простую схему, которая подходит начинающим. И все же решила поделиться своим маленьким опытом, как можно простым способом сделать такое плетеное кашпо. Привет, друзья, меня зовут Лилия. Не буду вдаваться в подробности, какой бывает искусственный ротанг для плетения. Я же выбрала полиротанг в форме полутрубки шириной 7 мм, светлого цвета, который у производителя называется береза коричневая шлифованная. Обычно в основе таких кашпо используются различные емкости. Чаще это простые строительные пластиковые ведра. Они недорогие, и купить их можно практически в любом строительном магазине. У меня ведро объемом 12 литров. Наклейку с ведра нужно снять, иначе она будет проглядывать сквозь плетение. Обращаю внимание, что ведро нужно выбирать без носика, который часто встречается на строительных емкостях. Теперь удаляю ушки, на которых держится ручка. На расстоянии 3 см от верхнего края делаю разметку. С помощью штангенциркуля провожу линию, параллельную верхнему краю. Совсем не обязательно использовать такой инструмент, можно просто отметить расстояние обычным маркером, ручкой, с помощью линейки. Измеряю длину получившейся линии. У меня это 89 сантиметров. И делаю расчеты. 89 делю на 17. 17 – это количество отверстий для вертикальных стоек плетения. Можно выбрать и другое количество, но в любом случае цифра должна быть нечетной. Тем же штангенциркулем откладываю расстояние, намечая точки для отверстий. Теперь мне нужно наметить такое же количество отверстий на донышке. Определяю вертикаль от любой намеченной сверху точки и делаю одну отметку на донышке. Также намечаю линию на расстоянии 1 см от ребра, расположенного на донышке. Я измерила длину получившейся окружности, это 55 см, и делю эту величину тоже на 17. Получилось 3,2 см. С этим расстоянием намечаю 17 точек. И проверьте, чтобы точки сверху и снизу соединялись между собой вертикалями. Иначе ваши стойки будут иметь наклон, и рисунок плетения будет некрасивым. По всем намеченным точкам я делаю отверстия. Многие делают это паяльником, но у меня нет такого большого паяльника, поэтому я отверстия делаю сверлом. Сначала небольшим, а потом сверлом размером 9 мм. Кстати, потом я купила себе ступенчатое сверло, которым можно делать отверстия сразу. Конечно же, оно очень удобно в работе. В итоге это выглядит вот так. Чтобы придать готовому кашпо выпуклую форму в виде бочонка, использую кусочки вот такого теплоизоляционного материала. Он называется жгут Periflex, бывает разного диаметра. Я выбрала диаметр 5 см. Для удобства в работе нарезала его на куски длиной примерно по 20 см каждый. От бобины ротанга отрезаю кусок длиной примерно 3 метра. Можно и больше, но тогда с очень длинным куском, может быть, будет не очень удобно работать. Продеваю снизу в отверстие и вытягиваю конец на длину примерно 10 сантиметров. А потом опять на лицевую сторону через соседнее отверстие. Позже этот конец я заведу внутрь ведра, и он не будет торчать на лицевой стороне. Продеваю конец ротанга через верхнее отверстие, но изнутри ведра. Протягиваю пруток, но не затягиваю его до конца. Конец прутка продеваю в правое отверстие с лицевой стороны
И теперь подставляю под первую стойку кусок парифлекса. И уже теперь стойку затягиваю. Дальше пруток опускаю вниз и протягиваю через нижнее отверстие. Трубку парифлекса завожу под второй пруток и подтягиваю. Конец прутка ротанга завожу в соседнее отверстие в донышке и вывожу его на лицевую сторону. Следите, чтобы вертикальная стойка из ротанга была натянута так же, как и первая стойка. Теперь снова поднимаю пруток ротанга вверх, завожу конец в верхнее отверстие изнутри ведра. И дальше повторяю все те же операции. Трубку парифлекса подтягиваю под стойку, а пруток завожу в соседнее верхнее отверстие, а потом опускаю вниз и завожу в нижнее отверстие. И здесь подставляю второй кусок трубки по рефлекса. И, конечно же, работать нужно в перчатках, чтобы не травмировать руки. Когда я изучала технику плетения из ротанга, заметила, что некоторые мастера оставляют под готовым плетением приспособления, которые помогают им создавать объем таким кашпо. В этом случае они не нарезают трубки на кусочки, а делают их цельными. Но в готовых изделиях такие подкладки все же остаются немного заметными. Мне это не нравится, поэтому я свои трубки вынимаю из-под плетения. А чтобы это сделать было легче, трубочки нарезаю кусками. И так продолжаю делать вертикальные стойки плетения. Когда вы сделали последнюю стойку, проведите конец прутка в соседнее отверстие. Отрежьте лишнее, оставив конец длиной примерно 15 см. Потом в процессе плетения этот кончик спрячется. Также сейчас можно спрятать конец прутка, который на донышке. Просто заведите его в соседнее отверстие внутрь ведра и хорошо подтяните. Стойки подготовлены, и теперь можно начать непосредственно само плетение. Для начала все жгуты подкладки опустите на середину ведра. Плести начинаю с донышка. От бобины отрезаю новый кусок и провожу конец между стойками через одну. Плести буду кусками, добавляя их в плетение по мере необходимости. Куски отрезаю длиной примерно по 3-4 метра. Кусок перетягиваю через плетение, и конец нужно закрепить. Завожу его через отверстие внутрь, оставляя кончик примерно 10-15 см. И продолжаю плести. При этом горизонтальные ряды нужно подтягивать друг к другу, стараясь их располагать плотнее. Здесь я перехожу уже на второй ряд. Я уже отмечала, что при таком плетении отверстий должно быть нечетное количество. И только в этом случае начало следующих рядов, как и все плетение, будет в шахматном порядке. Если вы хотите, чтобы выпуклость готового кашпо начиналась с самого низа, то в начале плетения опустите жгуты подкладки как можно ниже, приближая их к донышку ведра. И потом постепенно передвигайте их вверх по мере роста плетения. Когда кусок ротанга закончился, отрезаю новый кусок.
и просто ввожу его в плетение. При этом концы завожу один на один на расстоянии около 10 сантиметров. Стараюсь, чтобы верхний конец попал под стойку, а лучше немного выходил за нее, где-то на 1,5–2 сантиметра. Некоторые мастера соединяют концы между собой с помощью паяльника, но я считаю, что и без склейки концы никуда не денутся. Достаточно завести их друг на друга не меньше, чем на 10 сантиметров, и верхний конец расположить под стойкой с небольшим хвостиком. Когда плетение подошло к жгутам-подкладкам, я их вынимаю. И дальше продолжаю плетение без них. И здесь старайтесь не затягивать ряды, чтобы не нарушить выпуклую форму. Когда я дошла до верхнего края ведра, то заводить конец ротанга удобно изнутри. А затем подтягиваю плетение, укладывая ряды плотнее друг к другу. И вот, наконец, я дошла до верхних отверстий. Конец ротанга просто прячу внутрь плетения и отрезаю лишнее. Все концы внутри ведра, которые появились в процессе плетения, тоже подрезаю, оставляя небольшие кончики. Кстати, в донышке ведра можно, а скорее нужно, сделать дренажное отверстие. Вот такой мой первый опыт плетения декоративных корзин кашпо у меня получился. И, как мне кажется, такое плетение выглядит ничуть не хуже сложных и замысловатых. А главное, оно доступно, понятно и просто. А вы можете поделиться своим мнением, впечатлением в комментариях. И если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.